Я обращаюсь к Академии смеха. А когда обострение? Подожди, еще раз. Да, наконец-то закончилось лето. Это на самом деле так и было. Они обманывают, и мы не такие. Просто об этом не говорят. Только не говори это вслух. Отсосешь. Ты видел уже чудиков? Мы не такие. Я хочу сказать следующее. Я календарь. Нет, но это не может быть правдой, но нет. Правда. Есть такой? Нет хоть один? А пользуясь случаем, я напоминаю. Но это гениально, понимаешь? Это гениально. Мораль этой истории такова. Ничего не говори, промолчи. Мы на пороге грандиозного шухера, Сережа. Поехали, блин. Здравствуйте всем, Леха. На канале Hard Play. Это, если что, приветствие. Да, значит, дефицит. Дефицит смеха в крови. Да, в последнее время я стал замечать то, что очень много каналов куда-то все испарились. Бам! И он испарился. Да. Отсутствие контента дает о себе знать. Потому что осталось эти Академии смеха, но у них не смешные ролики уже очень давно. Ну как так? Не может быть. Мы все это знаем, поэтому я вас хочу попросить сразу, что правильно, перейти в комментарий и написать именно смешные какие-нибудь каналы со смешными роликами. И вообще вот хотя бы 1, 2, 3 канала напишите, мы с ними свяжемся и, может быть, да, что-нибудь посмотрим. А вот автору, тот, кто напишет, и по чьей рекомендации мы перейдем, я поставлю лайк. Нет. Я подарю. Нет. Что я сделал? Я кружку подарю. Да, кружку подарю. Да, могу. Потому что могу. Да. Так что пишите, давайте, мои хорошие, все в комментарии. Значит, также, засекая время, сейчас вообще просто будет гений. Просто гений интеграции. Даже не вздумай переключить. Потому что, ну, это гениально, понимаешь? Это гениально. Вот многие меня спрашивают, да, как обычно. Эй, бля, кто тебя, говорит, смотрит, кто тебя спрашивает? Да, что вообще, во-первых, происходит на канале? Редачу я, ребята, все трансляции открываю, чтобы канал, вообще все ролики были открыты, и все ребята могли посмотреть канал без спонсорок, а просто вот всю историю канала вы могли посмотреть. Так что еще немножечко потерпите, я думаю, день, два, три я вообще все открою, и это на канале прекратится. Но будет отдельный видеоролик, покажу вам все, как расфасовал по плейлистам, все красиво, все прям чики-бомбони, да. Так что как-то так. И, кстати, вот вы меня многие спрашиваете, да, опять же многие. Ай, бля, турниры, говорит. Думали, про Винлайн скажу? Нет, я не такой. Не сейчас. Да, турниры. Вы в курсе, что вот все, кто подписаны на Hard Insight, и те, кто бывает на стримах, а чтобы быть на стримах именно на Hard Insight, надо подписаться, потому что там самая свежая информация о всех стримах, да. Да, подписывайся. Короче, все знают, что мы перезапускаем, да, наши турниры Hard Play Zona Cup. Да, были, помните? Когда клуб был открыт, это годика 3, наверное, назад. Потом была пауза. А сейчас что? Правильно, все возобновляется, мой хороший. Да, теперь они будут называться просто Hard Play Cup. И пройдет первый турик уже в сентябре. И вот сейчас красиво, давай, Сережа, про Винлайн. А вот самые лучшие линии и коэффициенты на этот турнир, мой хороший, там призовой будет... Как ты думаешь, какой призовой? Как ты думаешь, какой? Я нигде это не говорил, это мой маленький секретик. Да, короче, там призовой будет ого-го, поэтому линии 100% будет. Оставить на эти линии, конечно же, на победы команд киберспортсмены будут выступать. Да, можно вот. Да, ссылка в первом закрепленном комментарии. Там переходишь, и там... Ой! Короче, фрибет для всех вновь зарегистрировавшихся. Ты, короче, зашел, ввел год рождения. Что там еще? Там это паспортные данные. Не надо. Это просто 18+ должно быть. Вот, год рождения, пароли, что-то там... телефон, да. И все, уже, считай, зарегистрировался. Фрибет. Раз получил, раз поставил его на шару куда-нибудь, закинул. И что? Правильно, выиграл. Если проиграл, как бы и хер бы с ним. Не жалко, да. А если выиграл, то все, что ты выиграл сверху, что? Правильно, вывел куда?
на карту. Так что ссылочка внизу в описании. Спасибо всем, кто перерегистрируется. Очень хорошая тема. Да, и, кстати, напишите, сколько получили фрибет. Мне очень интересно, потому что люди максимум, сколько мне писали, это 8К один писал с пруфами. Вот, так что напишите, очень интересно. А так, в основном, все получают там сколько там, 2-3 тысячи. Ну, все равно хорошо. Да, так что как-то так. Все, целую, обнимаю, поехали. Да, все, я пошел. Тут есть радио. Тут есть радио. Блять, дал бы нахуй. Понял? Понял. Если бы не китаец за рулем, я подумал, что это знаете в какой стране? Знаете. Я обращаюсь к Академии Смеха. Вы можете ролики сделать погромче. Я выкрутил все везде на максимум. Сделайте, сука, пните этого лодыря на монтажере. Сделайте погромче. Я не понимаю, почему один тренажер шевелится. А? Чисто первый день в качалочке. Интересно, собаки у всех такие? Мне кажется, это повсеместно. Это знаете, как коты-идиоты есть? Вот есть примерно такие же, мне кажется, собаки, которые, знаешь, чисто залипают. Да. Я что-то в последнее время очень много стал ванговать. Может, мне в Беларусь снова в казино съездить? $1 000 000 опять собрать? А? Что-то не часто ли я стал угадывать, что будет, а? И опять рыжий кот. Опять рыжий кот. Меня преследуют рыжие коты в последнее время. Я переезжаю сейчас с квартиры на квартиру, со студии на студии, везде рыжие коты. Я вам серьезно говорю, я не знаю, как это работает. El orfanato. Не, ну слышь, а что, нормальная тема. Мне просто интересно, зачем? Ну вот смотрите, что может привлечь кота? Свет его вряд ли привлечет. То есть, ну вот что побудило кота начать исполнять? То, что лампочка моргает, она моргает, потому что это он ее крутит. Ну, то есть, опять же, кот идиот. Да, надо так серию будет назвать. Я пока на электричке катался 5 лет, от Клина, это я в Подмосковье, от Клина до Петровско-Разумовской, почти до Москвы, да, пока учился. Ой, вы знаете, столько разных интересных персонажей. Мы всегда ездили в третьем вагоне. Когда на Москву ехали, мы ехали третий вагон сначала, а когда возвращались, всегда ездили третий вагон с конца. Вообще музыкальный вагон всегда какие-то чудики, шизики. Очень весело. Хорошо, что нас много ездило, да. My name is BMW. Приветствую всех подписчиков Академии Смеха. Перед тем, как вернуться к ролику, позвольте пригласить вас на несколько мгновений остановиться и посмотреть на мою недавнюю... Да, ага! Сейчас! Остановишься, да, посмотришь, блядь. Отсосешь. Продолжаем про BMW. He calls me Pizza Коробки. О, боже. Да.
Кстати, а когда обострение? Уже пора сейчас, да, перемена погоды? Там, по-моему, обострение когда оно? У нас, ну, весеннее это понятно, а еще-то есть. А? Надо посмотреть. Осенью не так сильно. Хотя нет, были персонажи. Но пока чудиков не видел. Ты видел уже чудиков? Пока нет, вроде нормально. Сейчас дверь закроют, чекай. Только не говори это вслух. Просто промолчи. Знаете, что чувак в чате пишет? Лех, обострение будет 1 сентября. И здесь такая, знаешь, вот прям вот этот мем с Петросяном. Я календарь. Я календарь, я календарь. Подожди, еще рано. Подожди, мой хороший. Так, если что, школьники, я за вас. Я за вас и за Горгаз, да. Я за вас. Подниму бокал, блядь, на 1 сентября. Выхожу на балкон. В 7 часов утра они идут. Спасите! Помогите! Я вот так вот бокальчик поднимаю, говорю, господи, дай вам Бог всем, ребята, терпения вам, за вас, ребят, и ложусь спать. Каждый раз, в тот раз даже спать лег, даже сына не повел старшего, в школу проспал. А что там, я не видел? Я ему говорю, иди через дорогу, перейди, там, что там идти, там, через Зебру перешел, да уже в школе. Опять эта ебатория начнется. Опять вот эта школа, я шарики полетели, блядь. Ура, начало учебного года. Кто этому радуется? Кто, блядь? Что законченный? Хоть один человек есть, который идет в школу 1 сентября рано с утра в какую-нибудь задроченную обязательно дождливую погоду, и вот хоть один человек когда-нибудь вот стоял реально и говорил, да, наконец-то закончилось лето, мы наконец-то идем в школу, мы наконец-то идем в институт. Есть такой? Нет хоть один? Чему они все радуются, блядь? Чему? Все, начало, блядь. Поехали, блядь. Ничего, нормально. Мы учились, и вы отучились. Я бургер кушаю, а ты что делаешь? Бля, ты петух, нахуй. Пошел ты нахуй, так друзей теряет. Вот это полностью согласен. Есть тесты на беременность? Дайте 2 штуки, пожалуйста. Ну, чтобы одну полоску показал. Ёбаный Яндекс-навигатор, сука. Сказал, через лес идти, нихуя Бля. нету. Где, блядь, тропинка, нахуй? Знаете, о чем я сейчас задумался? Записался я, значит, в качалочку. Там спортзал, бассейн. Ну, кто на Бусти на мой подписан, те знают, те шарят. Да, ссылка внизу в описании. Там результаты мои можно посмотреть разные, там размышления. А шел я не один. Город Зеленоград. Там железная дорога. И вот человек, который рядом, он говорит, смотри, в приложении четко показано, что здесь можно срезать. Короче, мы прошли через какую-то стройку. Там какие-то работяги сидели, дошек жрали. Какой-то экскаватор стоит. Рельсы какие-то укладываются. Еще какая-то херня происходит. Я
Короче, в итоге мы зашли в такие, блядь, дебри. И человек, который рядом идет, он, знаете, что говорит? Еще одну гениальную идею. Он говорит, ну, можно идти вдоль железнодорожных путей, смотри, тропинка. Я говорю, пошли. Потом смотрю, путей все больше, больше, больше. Это уже на подходе к самой станции в Зеленограде, в Крюково. Ой, я говорю, что-то, мне кажется, мне куда-то не туда идем. Смотрю, заборы высокие пошли. Я говорю, да. И мы назад через эту стройку, через все это дерьмо, через все эти канавы, лужи, грязь по колено. Назад вышли в то же самое место. Я говорю, ну как, навигатор? Она говорит, ну, наверное, где-то пропустили поворот. Поэтому мораль этой истории такова. Нехер шляться по железнодорожным путям. Да. И баб слушать. У меня, кстати, вот такое же лицо было. Я вот думаю, кого он мне напоминает? Они все. Мне кажется, рано или поздно, у меня же столько лет, ни разу я не ездил никуда, ни на отдых, никуда. Что-то все проекты какие-то, что-то все, какие-то мысли очешуительные. Я думаю, что скоро ваш покорный слуга отправится в какой-нибудь очень лютый, жесткий бэд-трип. Знаете, что прям вообще стыдно стало, да, хоть раз в жизни. Да, чтоб так, знаешь, чтоб вообще проснуться на утро и вообще не разговаривать ни с кем, да. Во, просто сисечкой лег. Здравствуйте, Алексей. Чувак, ты ультра вовремя. Ну ладно, нормально. Ты прям гений, блядь. И с треком, блядь. Гений, просто гений, непризнанный гений. Спасибо, родной, спасибо. Ладно, продолжаем. Сколько должна зарабатывать девушка, чтобы ты с ней встречался? $1 000 000. А когда не миллион, то пошла на... Oh my god, bro, can you get the angle right? It's not even that hard, bro. Bravo! Bravo! Значит, рассказываю. Здесь, давеча, в ходе светского разговора, это на самом деле так и было, совсем недавно, значит, одна особа женского пола говорит, все мужики просто об этом не говорят. Значит, я хочу сказать следующее, что давайте мы докажем, что мы, неважно сколько лет сейчас, кто меня смотрит, тот, кто понял, тот понял, мы не такие. Вот кто не такой, вот это вот, тот спустится и поставит лайк. Вот если больше 50 тысяч лайков это видео соберет, значит это все вранье. Да, они обманывают, и мы не такие. Да.
Кого, блядь? Кто такой Наполеон? Это торт. Никогда, слышите, никогда не стирайте в стиральной машине подушку с наполнителем гречки. Посмотрите на это. Посмотрите на эту красоту, как я это сейчас чистить буду, блин. Блин, ну такие охеренные собакины, а? Как это вообще работает? На, бля! Хорош. А пользуясь случаем, я напоминаю всем девушкам, которые смотрят наш канал, можете просто нарезать и отправить своей подруге. Я напоминаю, что всем, кому исполнилось 30 лет, дорогая, я тебя сердечно поздравляю. Тебе сегодня 30 лет, ты все так же красива, так же чертовски привлекательная и просто безумная, страстная. Но с сегодняшнего дня из разряда девушек ты переходишь в разряд милф. Бля, это чисто после одного похода, понял, в качалочку. Неправда. О, да. Правда. И на самом деле это очень круто. Как говорится, с опытом, с умом, как говорится, есть где разгуляться. Девушка сейчас на 4-м месяце беременности, и это самое большое испытание для нас, для наших 2-месячных отношений. Блять. Чувак. Ничего не говори, промолчи. Я общался с ее братом. Он врач-гинеколог, и он говорит, что мои сперматозоиды, они очень гиперактивные, поэтому 1 месяц он считается как за 2. Я надеюсь, что это все-таки шутка и... Но нет, но нет, но это не может быть правдой, но нет. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Это чисто когда, понял, зашел в КС-ку в любимую, а там тебе попалась пати каких-нибудь лютых бустеров 3 КЛа. А ты на сильверах. Чем вы будете заниматься на этой вечеринке? Трахать жениха.
Я был готов. Нажми на колокольчик, что... Нажми, Сережа, на колокольчик, потому что канал, напоминаю, редачится. Ссылку на Академку оставлю внизу в описании, а ты не забывай подписываться. Мы на пороге грандиозного шухера, Сережа. Да, скоро все узнаешь. Подпишись.